Я приветствую вас, представители знака зодиака Телец. Таро расклад. Что прояснится? События ближайшего будущего. Таро на декаду на 10 дней с 20 по 30 апреля до конца месяца. Давайте узнаем, мои дорогие тельцы, каковы подсказки карт. И у нас вторая половина апреля может быть в более динамичном темпе, нежели первая половина апреля. Это, скорее всего, вы уже ощущали или понимали, что в одной из сфер жизни явно что-то следует менять. Поэтому мы зададим такие вопросы: что уходит и что приходит взамен. И, может быть, будут такие темы, когда вам придется решать, ждать или отпустить. Либо это будет какое-то новое продолжение и перевод на новый уровень, либо это как точка невозврата. Давайте мы узнаем, что нам скажут карты. У нас сегодня две колоды, и первая колода ведьмочек. Итак, что же уходит? Достанем первую карту. Королева Пентаклей, ваша карта, сигнификатор, по сути дела. В центре вы сами и благополучие. Астрологически я должна сказать, что вполне вероятно, вот те темы или вопросы, которые у вас, или вы будете с ними определяться, решать во второй половине или к окончанию апреля, скорее всего, это будет продолжено в мае. Но для вас, для всех, деньги и ваша самореализация. Вот, хотя я допускаю, что тут и будут перемежаться с вопросами личной жизни, но все равно деньги и самореализация для тельцов – это основные пункты. И не важно, что у нас королева выпала пентаклей. Она, кстати, свое творчество умеет перевести или мечту в реальную жизнь. Она умеет из хаоса устроить полный порядок, отстроить с нуля благополучие. В ней много талантов, и она знает, что с ними делать. Не просто таланты, и мы помечтали. Закрывайте в прошлое дверь. Вот карты спешат вам об этом сказать, что действительно какой-то пункт будет в вашей жизни, который может служить или новой точкой отчета, или одновременно точкой невозврата. Значит, если это мы по работе, значит, какие-то важные решения будете принимать по работе. Если это личная жизнь, значит, либо мы продолжаем нашу историю, но уже на новом уровне, либо мы что-то завершаем. Пусть это не для всех, конечно, но вот в одной из сфер жизни, может быть, это будет связано с переездом, такое тоже допускаю. Одним словом, давайте смотреть, что уходит. Первая карта. А что придет взамен? Что прояснится, мы спросили, да? Или какая правда откроется? Может быть, это вы с чем-то разберетесь, какой сферы это касается. Неожиданности или неожиданное событие, новость. А возможно, это то, чего вы не ждете. Оно тут тоже каким-то образом так складывается. И для вас новые перспективы, может быть, или, правда, в чем-то точку. Мы достанем на колоде Ленорман как три карты, три подсказки, можно сказать, три главных события или три знака судьбы, каким сферам жизни вам придется уделять больше внимания, с чем это будет связано или что вам нужно учесть. И достанем с вами карту совет. Как-то карты у меня живут своей жизнью. Итак, что же уходит? Вот какая-то неразбериха. Пусть оно уходит, мои дорогие тельцы. Пятерка жезлов, я называю эту карту информационного хаоса. И, кстати, нам прорисовано на этой карте как 5 ведьмочек. Решили какое-то блюдо фантастическое сварить в своем котле волшебном. Что-то туда побросали, и, судя по всему, каждая бросала то, что сочла нужным. Но, наверное, вот есть такая фраза: когда в товарищах согласия нет, как в басне Крылова, на лад их дело не пойдет. И вот, но скуки тут явно не вышло, а тут наоборот какое-то веселье, потому что и сами-то они спорят, и вроде как и коты даже спорят, да, и блюдо это как будто тут уже само по себе через край перемахнуло. Явно они тут не думали, что будет что-то пузыриться. И посмотрите, даже огонь уже никто не контролирует. По пятерке жезлов много огня в плане эмоций, это точно. Что-то, знаете, у вас будет такое, что уходит. Я вам скажу, что уходит. То, что вас раздражало. Или то, что вам надоело. Вам надоели обещания. По пятерке жезлов проходят те люди, которые нас как раз завтраками и кормят. Утром пообещали, к вечеру о нас забыли. Или проходят те люди, которые быстро меняют свое мнение.
Телец такого не любит. И он сам другой человек. И поэтому, когда, ну вот, другая персона никак не может определиться или сама не знает, чего она хочет, вам захочется дистанцироваться от таких людей точно. Или, может быть, захочется более обстоятельной информации. Или вы ищете, может быть, жезл, это у нас дела, работа, бизнес и деньги. Вы ищете наиболее надежный вариант. Может быть, как система взаиморасчета, может быть, даже по работе, чтобы не просто на словах были какие-то обещания, а чтобы это был эквивалент. Я проработал, а ты мне заплати, может быть и так. Или если в этой сфере деятельности вы видите, что ну, уже вы тут явно каких-то вершин не возьмете, вы можете рассматривать обучение новому ремеслу, специальности. Все тельцы умеют делать что-то своими руками очень хорошо, поэтому вы вообще себя можете поставить на первое место. Поэтому какая-то неразбериха, неслаженность или нарушение договоренностей, причем не с вашей стороны, а со стороны людей. Вот этому вам захочется, знаете, как точку поставить большую, жирную. Хорошо, что ж придет взамен? Ну вот часто подводили тельцов, это точно. И если вы люди добрые, вы люди, те, которые любят своих близких, или очень преданы друзьям, но все же королева мечей, она сама по себе, это карта независимости. Кроме всего прочего, это прообраз Юдифи, пусть не в этой колоде, но кому интересно, и кто не знает, да, это библейский персонаж Ветхого Завета, и вы можете найти информацию, чтобы прочувствовать вот эти энергии, на что пошла Юдифь, кто не знает. Так вот, она рассчитывала сама на себя, и ей помогало буквально молчание. Ей помогало то, что ее грандиозный план не знал никто. Даже она взяла с собой служанку, и служанка, она именно была служанкой. Ей не было сказано, куда ты пойдешь, чем ты будешь заниматься. Ей были, видимо, отданы конкретные указания. Ну, мы возвращаемся века тому назад, да. Наверное, было и не принято расспрашивать, а куда это мы идем. Но это так, я уже вскользь. Но, тем не менее, она действительно рассчитывала сама на себя. И никто не знал, что же она задумала. И, скорее всего, вот такой план, благодаря которому она вошла в историю, ей удалось осуществить. Это рационализм, холодность в суждениях, умение очень адекватно и правильно оценить окружающую обстановку, оценить самое себя вот в этой атмосфере. Или, может, это окружение, или просто внешняя ситуация, может быть, как мирового порядка даже, да. Меня люди смотрят из разных стран, и у каждого обстановка какая-то своя. Вот здесь вот все это в комплексе идет. И поэтому какие-то правильные действия, исходя из того, что вы имеете на сегодняшний день. Вот что приходит взамен? Приходит ваша независимость. Когда не хочется никого ждать. Когда не хочется, чтобы тебя подводили, когда не хочется, чтобы тебя накормили еще раз завтраками, или когда попросту не хочется себе навредить, может быть, в решении некоторых деловых вопросов, в оформлении бумаг или в вопросах денег. Поэтому вы оборачиваетесь на самое себя, но не в плане глубокой философии, а в плане реальной жизни. Сильная позиция. Но это такие холодные энергии, не могу сказать, что тельцы будут лояльны. Знаете, тут даже характер ваш может меняться, вполне вероятно, но карта статусная. Вы тут что-то такое, знаете, грандиозное можете сделать. И среди вас много творческих людей, кто знает, может быть, кто-то из вас создаст шедевр. Кто-то пишет музыку, кто-то пишет книги, кто-то картины. И вот переключившись даже вот на себя самое или на свое творчество, на свой какой-то проект. И когда вот эти все помехи, они у вас как по боку. И в этом вы будете наиболее ресурсны. Хорошо, так что же прояснится, какая правда откроется? Ну, правда, вот вы будете решать вопросы по части денег и работы, по части, возможно, недвижимости. Или буквально вопросы будут касаться и семьи, и недвижимости, и ваших близких, и даже куда-то переезда.
оформление, возможно, недвижимости или способы заработка, десятка пентаклей. Это в целом благополучие, поэтому что прояснится? Вопросы благополучия вы будете, как и сами, прояснять, ну и, наверное, все расставлять по местам. Наводить порядок вы будете в своей жизни, и это вас именно сделает более ресурсными. Значит, от вот такого рода помех, пусть это будет в виде людей или в виде информации, каких-то событий, но которые вам именно мешают, вы от этого всего будете отказываться. Цель какая-то есть у Тельца, и вы уже как будто знаете, вторая половина апреля, чего я не хочу продолжать. Вот, наверное, главный вопрос. А второй будет вопрос, так чем же я как раз займусь? Или чему я отдам приоритет? Неожиданности, неожиданные события или то, чего вы и не ждете. Туз мечей, выход из лабиринта. Ну, где-то я об этом уже сказала. Но вы ведь можете словно направление какое-то поменять. Вы здесь, вот как этот туз мечей, он нам всегда изображается обоюдоострый. Это вот как выбор направления, да, вот как будто даже меч указывает это направление. Тебе отсюда только вперед. И то, что справа, слева, оно уже не имеет принципиального значения. Может быть, вы услышите важную информацию, получите документ, или у вас глаза откроются, вы думали, к примеру, тут ведь может быть и такая ситуация, вас много раз подводили, а потом кормили обещаниями. И неважно, со стороны кого там, либо работодатель, либо это какая-то личная история. А здесь вам, вы скажете, мне это надоело, все, хватит, баста. Дальше так не будет продолжено. И продолжите только то, что вам интересно. Поэтому тут может быть, с учетом туза мечей, какая-то даже острая тема, которая прежде, может быть, вас пронизывала, ну, буквально через душу, или мы говорим, за душу брала, да, и вы, может быть, даже не могли от чего-то отказаться, вот ждать или отпускать, да, я говорила, и здесь вы можете отпустить, потому что, а вот надоело, наверное, скорее всего, или надоел какой-то хаос в жизни. Мы же с вами говорили, да, переворачивалась карта королевы Пентаклей, и хаос вот этот или какая-то путаница из жизни должна быть устранена. Мы не можем идти одновременно в несколько направлений. Поэтому вы выбираете себя, выбираете что-то одно. Я не могу сказать, что этот выбор, ну, такой простой, но в то же время я не могу сказать, что это сложно, потому что, опять же, к этому все шло. Вот эта ретроградность, наверное, шаг за шагом или месяц за месяцем перед вами, мои дорогие тельцы, как какую-то палитру событий раскрывала. И вы уже подходите ко второй половине апреля, четко видя, от кого вы можете ожидать каких действий, а от кого и ожидать ничего не стоит. Давайте посмотрим, как 3 ключевых события или 3 знака судьбы. Вот смотрите, аист. Аист и гнездо. Поэтому вопросы дома, вашего места пребывания, для вас эта тема будет важна. И вы можете, конечно, улучшать бытовые условия, делать жилье более комфортным, какие-то соглашения, отправляться, подписывать бумаги или с кем-то договариваться. Но в этом оракуле Ленорман аист у нас один. И здесь, наверное, двояко. И, может быть, некоторые вопросы, которые перемежаются с личной жизнью, а тут у нас черви. Кто-то из вас либо будет переводить отношения на новый уровень и состоятся важные беседы во второй половине апреля, но кто-то, я этого не могу исключать, выберет себя, потому что вы хотите осуществить что-то свое, королева мечей. И если вы сочтете, что какая-то персона вам конкретно мешает, я не исключаю, что тельцы от этого могут отказаться. Но будьте осторожны все же. Давайте откроем вторую карту, пусть как подсказки. Вот в этом оракуле луна такая своеобразная, которая может говорить, кстати, у кого-то про отношения на расстоянии, или когда вы с вашей семьей собираетесь куда-то далеко переехать, и по луне это еще тысячи неопределенностей. Но посмотрите, о чем нам говорит в основном эта карта. Как будто месяц, да, как прообраз человека или что-то, как одушевленное. Он смотрит вдаль, или, будем говорить, смотрит в будущее. Он смотрит в пространство, в горизонт. Это далекая какая-то перспектива,
можно сказать, что это ваша мечта. И мечтайте, мои дорогие тельцы. Для вас совершенно необходимо видеть, к чему вы стремитесь. Но я не могу сказать, что на 100%. Мы ведь смотрим с вами на апрель, все будет прояснено. И у нас две карты, которые черви, поэтому какая-то история с личной жизнью. Вам уже хочется ее либо продолжить как-то по-новому, либо завершить. И здесь у каждого по-своему. Но я не могу сказать, что вторая, может быть, сторона с этим быстро согласится. Или какой-то вопрос по части личной жизни будет улажен быстро. Давайте посмотрим, как знаки судьбы, что же еще. Я могу предположить по кораблю, это один из символов Меркурия. И с одной стороны, это как исполнение желания. Поэтому какое-то желание одно у вас точно исполнится во второй половине апреля. Но я так и могу предположить, что вы собирались в одно место, поедете куда-то в другое место. Или собирались вы ехать, допустим, вдвоем, втроем, а отправитесь одни. Отправитесь в разведку. Или для того, чтобы выяснить какой-то вопрос конкретно на местности, увидеть своими глазами, разобраться, какие-то консультации, может быть, получить. Я этого тоже не исключаю. По этой карте идет какая-то перезагрузка в плане вашего творчества или в плане ваших достижений. Вы можете точно так же по аркану корабль это какое-то важное решение принять. И у кого-то это будет касаться именно вашей работы. Вы можете начать изучать какие-то новые направления или даже осваивать новое ремесло. Почему? А потому что вы, по крайней мере, кто-то из вас надумает переезжать и сочтет, что лишняя профессия у меня или навыки, да, какие-то скиллы в руках или ремесло, мы можем быстро освоить ремесло, это не надо в университете 5 лет сидеть, а это мы быстрее приобретаем уже как профессию. И вот кто-то из вас эту профессию, дабы себе ну, какую-то подушку безопасности как бы сделать, да, создать. И вдруг мне это пригодится, вы можете изучать что-то. И тогда вы куда-то поедете уже более уверенными, потому что вверху, как раз напротив корабля, у нас десятка пентаклей. Так, чтобы буквально денег хватало. Или мне необходимо, может быть, рассмотреть, вы можете и так решить, вторичный какой-то доход. Вы тут что-то можете передумать с учетом корабля, потому что Меркурий – это где-то информация. К вам может приходить и разная информация, а у вас туз мечей – и это как неожиданность, чего вы не ждете. И мы говорили с вами, это какое-то сообщение. И не обязательно, что это будет бумага. Хотя я могу допустить получение бумаги какой-то важной. Или вам нужно получить какой-то документ. Хотя это может быть телефонный разговор, СМС, или на почту вам какое-то приглашение, предложение. Или вы сами ищете какой-то вариант. Ну тогда, мои дорогие тельцы, вы находите. Вот вы... точно знаете во второй половине апреля, чего вы не хотите продолжать. А вот куда идти? Может быть, какие-то тонкости вы еще и будете отшлифовывать. Или на себя примерять один, второй, третий какой-то план. Не хочется собой рисковать, и вы не рискуете. Вы все делаете правильно. Вторая половина апреля. Но кому-то из вас, может быть, и придется быстро собраться, подпоясаться и куда-то поехать. И не потерять время. Давайте посмотрим, что же нам тут совет. Вот интересно, да, аркан умеренности – это спокойствие, где-то терпение и, безусловно, уравновешенность наша, то есть никаких эмоций. И карта дьявол. Какая-то зависимая ситуация. Поэтому вам, я допускаю, может быть, из зависимых отношений кому-то захочется выйти, потому что надоело, мы говорим, да. В данном случае я вижу, что 15-й аркан будет проигрываться, как какие-то манипуляции, может быть, в отношении вас. И как точка невозврата больше этих манипуляций не будет. Это вы можете так сказать. И я не могу сказать четко, что вы кому-то заявите, хотя я этого не исключаю, но вполне могу допустить, что телец может по своей программе действовать и совершенно не собирается это свое решение кому-то обнародовать, потому что королева мечей. Более того, я даже считаю, что так сделать правильно, потому что, как мы уже говорили, королева мечей, она молчала. И ей это помогало. Может быть, вас воспринимают так, что вас можно разговорить и вытянуть какую-то правду. Или что вы там собираетесь делать? Может быть, есть в вашем окружении люди, которым вы удобны, мои дорогие тельцы. И для собственного удобства
могут задавать наводящие вопросы, дабы вы были более предсказуемыми. А мы как раз по королеве мечей становимся непредсказуемыми. А тогда даже наши близкие нас воспринимают, ну, достаточно колко, потому что, а что это вдруг происходит, когда вот с какого-то непонятного момента все идет совсем не так, как всегда, и это может кому-то не нравиться. Поэтому, ну вот из зависимой какой-то ситуации, я так вижу, красиво вы будете все равно выходить. И как будто ведь эта карта совет. Вот с терпением, спокойствием, и обратите внимание, нам ведьмочка хитро улыбается, поэтому молчим. И буквально это молчание будет золото. Я не достала еще карты заранее, сделаем это спонтанно. Посмотрим на основные сферы жизни. И первая карта – это ваши достижения. Да что ж такое? Ваши достижения. Ну, давайте откроем эти карты. Вот не торопитесь, правда. Не торопитесь в плане каких-то активных действий в отношении кого-либо или чего-либо. Нужно все просчитать. Я должна сказать, что тут могут быть какие-то контакты, как и с новым, может быть, лицом, так. И нам тогда карта девятка жезлов говорит, не торопись рассказывать о себе много. Особенно, может быть, новым знакомым. Кто знает, может быть, эта история и продолжится с каким-то плюсом. Но навредить девятка жезлов – это всегда какой-то наш опыт. Причем не самый веселый опыт, а тот, после которого мы словно замыкаемся в себе. Или мы понимаем, что, ну, где-то ляпсус совершили или где-то грабли какие-то нашли. И мы уже после этого более осторожными. Поэтому нам говорят, будь осторожен в каких-то контактах. Ну, давайте я сама достану карту. Дела, работа, бизнес, ваши достижения. Девятка пентаклей. Ну, это карта самодостаточного человека. Это одновременно деньги. И когда какой-то план у вас состоится, вы останетесь довольны. И, кстати, сразу и про деньги можно сказать. Какую-то денежную историю, или, может быть, это связано с документами, с недвижимостью, имуществом. В конечном итоге движимое, недвижимое, но все равно к деньгам, к финансам мы можем свести. Или пусть это будут какие-то документы, но деньги еще. Туз пентаклей, действительно деньги. Или какое-то важное сообщение, как какая-то новость. Или возможность, мои дорогие, все-таки туз, единица. Это как зерно, которое мы должны посадить в плодородную землю, ухаживать, дабы выросло денежное дерево. Но это туз, единица, какое-то начало, обновление, правда, по вопросам. Может быть, получение денег. Ну вот я об этом уже говорила, и для кого-то это как новая работа, дополнительный заработок. Или какая-то у вас происходит перерокировка по части, откуда к вам приходят деньги. Но в любом случае по тузу пентаклей это что-то добронадежное и на долгий период времени. Что же в личной жизни? На деньги, на работу тут у вас все красиво. Ну, наверное, не случайно вам выпадает и королева мечей, хотя это может быть задумка, которая касается именно больше вопросов работы, документов или переезда. Ну, карта отшельник. Может быть, совершенно необходимо, и вам захочется уединиться. Захочется от какой-то многозадачности уйти или от людей, которые без конца перед вами какие-то задачи ставят. Я вам скажу, вам будет определенная усталость от тех людей, кто с вами все время спорит. Или пытается какую-то линию свою прогнуть. Или вам все время пытается что-то доказать. Вот, видимо, тельцу вас это может, с одной стороны, раздражать. И вы сами, телец ведь тоже может долго терпеть. Но потом, если уже сказал «нет», то обратно «да» не будет. Поэтому отшельник, он тоже идет вперед, но медленно. И тем не менее, если уже какая-то личная история доходит до последней точки кипения, может быть, и есть смысл вот так вот уединиться. Кто знает, по крайней мере, я не исключаю, что такая ситуация может у вас создаться. Или буквально, может быть, вы уже расстались со своим партнером, или нет взаимопонимания. Вообще по аркану отшельник хочется идти своим путем. Ведь отшельник сам собой доволен. Он устал от суеты нашей. И вот и вы можете также устать, как от ненадежных людей, так и от какой-то многозадачности, которую вам люди создают. Или от информационного хаоса, когда пытаются манипулировать и врут, к
к примеру. Ну, наверное, по-разному. Тут у каждого проиграется все-таки это старший аркан. Или кто-то из вас будет менять как сферу занятости. Или вам, к примеру, приходили деньги из одного источника, а здесь вы будете что-то продумывать другое. И для этого вам потребуется время. Или изучать вы будете что-то. И опять же, по отшельнику это ведь философ, мудрец, который разгадывает самые сложные житейские перипетии. Но он на все это смотрит беспристрастно. Отшельника невозможно купить, отшельника невозможно уговорить, невозможно склонить, он идет своим путем. Переложите на вашу составляющую личной жизни, потому что у каждого история своя. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.